Арми были готовы праздновать. Но в тот момент, когда Тэхён и Чингук вошли в эти двери, все изменилось. Улыбки казались натянутыми. Тишина была оглушительной. Воздух вокруг них был тяжелым, словно что-то невидимое последовало за ними домой. Фанаты по всему миру почувствовали это мгновенно. Это было не просто радостное возвращение. Это было похоже на предупреждение. Что произошло за кулисами? Почему их глаза выглядели так по-другому? И какой секрет скрывался в этот момент, о котором никто не говорил? Оставайтесь с нами, потому что то, что вы сейчас увидите, может навсегда изменить ваше представление о Тэхёне и Чингуке. Дверь распахнулась. В этот момент все изменилось. Тэхён вошел первым, расправив плечи, спокойным, но не расслабленным лицом. Чингук последовал за ним на полшага, достаточно близко, чтобы любой наблюдатель мог почувствовать напряжение между ними. Они были вместе, но в то же время как-то отстранены от всего остального вокруг. Вспышки камер. Голоса звали их по именам. Но ни один из них не реагировал так, как раньше. Никаких широких улыбок. Никаких игривых приветствий. Никакого легкого смеха. Просто тихая, тяжелая походка вперед, словно они переступали черту, от которой не могли отступить. Фанаты заметили это мгновенно. Дело было не только в том, как взгляд Тэхёна был устремлен прямо перед собой, избегая встречи с толпой. Дело было не только в том, как челюсть Чингука сжималась каждый раз, когда кто-то выкрикивал его имя. Это было что-то более глубокое. Что-то невысказанное. Словно они несли в себе что-то, чего никто не мог увидеть. Они сели рядом, достаточно близко, чтобы их руки соприкоснулись. Раньше это легкое прикосновение было бы утешительным, знакомым. Теперь же оно ощущалось по-другому. Почти напряженно. Словно оба сдерживали слова, слишком опасные, чтобы произнести их вслух. Пальцы Тэхёна медленно сжались на его бедре. Чингук заметил. Он всегда замечал. На мгновение их взгляды встретились. И в тот момент все, что они не говорили, казалось громче всего, что они могли бы произнести. Взгляд Чингука не был мягким. Он был ищущим. Почти обеспокоенным. Тэхён первым отвел взгляд. Это было что-то новое. В комнате все двигалось вокруг них. Ходили сотрудники, раздавались тихие голоса, щелкали камеры. Но в этом небольшом пространстве между Тэхёном и Чингуком время словно замедлилось. Как будто что-то вот-вот должно было сломаться. Фанаты, наблюдавшие за происходящим на экранах по всему миру, тоже это чувствовали. Что-то было не так. Они вернулись вместе, но уже не чувствовали прежнего единства. Теперь между ними была тонкая, невидимая грань, и никто не знал, как она появилась. Тэхён наконец заговорил, его голос был тихим и сдержанным. «Давай просто переживем это». Чингук слегка повернулся к нему. «Пережить что?» Тэхён не ответил. Эта тишина была громче всего остального в комнате. Потому что, что бы ни случилось до этого момента, что бы ни преследовало их дома, это еще не закончилось. И пока камеры продолжали снимать, стало мучительно ясно одно. Это возвращение не было концом истории. Это было началом чего-то гораздо более сложного. Чингук продолжал смотреть на Тэхёна. Не так, как привыкли фанаты. Никаких мягких улыбок. Никаких дразнящих взглядов. На этот раз его взгляд был острым. Целенаправленным. Словно он пытался прочитать что-то глубоко за глазами Тэхёна. «Ты не в порядке», — тихо сказал Чингук. Тэхён не ответил сразу. Он заерзал на стуле, устремив взгляд вперед, делая вид, что слушает кого-то через всю комнату. Но Чингука не обманули. «Я знаю этот взгляд», — продолжил он, понижая голос. «Так бывает только, когда что-то действительно не так». Тэхён наконец повернулся к нему. На мгновение его спокойная маска треснула. «Не надо», — пробормотал он.
не здесь. Этого было достаточно. Чингук откинулся назад, но напряжение не исчезло. Наоборот, оно усилилось. Что бы Тэхён ни скрывал, это было нечто серьезное. Это нельзя было скрыть шуткой или улыбкой. Вдруг по комнате раздался смех. Кто-то отпустил шутливую реплику. Все остальные отреагировали нормально. Тэхён и Чингук – нет. Их молчание бросалось в глаза. Внимательные зрители заметили, как плечи Тэхёна оставались напряженными. Как пальцы Чингука постукивали по колену, словно он отсчитывал время до чего-то. Прошли минуты. Затем подошел сотрудник и тихо передал Тэхёну телефон. Тэхён замер. Чингук это увидел. «Что?» – спросил он. Тэхён взглянул на экран. С его лица сошла краска. «Ничего», – сказал он слишком быстро. Чингук узнал этот тон. Это был тот же тон, который Тэхён использовал, когда правда была слишком тяжелой, чтобы ею поделиться. «Дай-ка посмотрю». Тэхён замялся. Всего лишь мгновение. Казалось, вся комната затаила дыхание. Затем он заблокировал телефон и сунул его в карман. «Позже», — сказал он. «Я объясню позже». Но «позже» уже не казалось гарантированным. Что бы ни было на экране, это потрясло его так, как Чингук никогда раньше не видел. Остальная часть мероприятия продолжилась. Но для Тэхёна и Чингука это было похоже на ловушку в другой реальности, той, где каждый. Время шло, приближая нечто, что ни один из них не мог остановить. Когда все наконец закончилось, они встали вместе. Все еще рядом. Все еще напряженные. Они направились к выходу. Чингук наклонился чуть ближе, чтобы Тэхён его услышал. Что бы это ни было, оно не исчезнет, если ты будешь продолжать убегать от него. Тэхён не ответил. Но то, как он сжал кулаки, говорило Чингуку все. Что-то уже началось. И ни один из них не был готов к тому, что произойдет дальше. В коридоре снаружи стало тише, но напряжение не спало. Тэхён ускорил шаг, его шаги были резкими по полу. Чингук шел рядом с ним, повторяя каждый шаг, не позволяя расстоянию увеличиваться. «Скажи мне», — сказал Чингук. «Прямо сейчас». Тэхён остановился так резко, что Чингук чуть не врезался в него. «Ты не понимаешь», — ответил Тэхён тихим, но напряженным голосом. «Если я скажу это здесь, это станет реальностью». Чингук уставился на него. «Это уже реальность. Я видел твое лицо, когда ты получил это сообщение». На мгновение Тэхён выглядел так, будто вот-вот заговорит. Его губы приоткрылись, а затем снова сжались, словно слова были слишком опасны, чтобы их произнести. Где-то позади них раздались шаги. Тэхён оглянулся через плечо, а затем потянул Чингука дальше по коридору, подальше от глаз. «Сейчас что-то выйдет наружу», – прошептал Тэхён. «Что-то, что мы не можем контролировать». Выражение лица Чингука стало жестким. «А нас?» Тэхён не ответил. Этой тишины было достаточно. Чингук медленно выдохнул, пытаясь сохранять спокойствие. «Ты ведешь себя странно уже несколько дней. А теперь еще и это. Если это всего лишь слухи, то мы переживали и худшие». «Это не просто слухи», — сказал Тэхён. «Кто-то пытается переписать то, во что люди верят о нас». Чингука пробрала дрожь. «Переписать как?» Тэхён достал телефон. Его рука слегка задрожала, когда он разблокировал экран, а затем остановилась. «Я пока не могу тебе показать», — сказал он. «Пока не узнаю, насколько все плохо». «Это не имеет смысла». «Имеет смысл», — настаивал Тэхён. «Если ты увидишь это сейчас, ты больше не сможешь притворяться». «Притворяться в чем?» Прежде чем Тэхён успел ответить, завибрировал другой телефон. На этот раз это был телефон Чингука. Он посмотрел вниз.
Уведомление от неизвестного аккаунта. На экране появилась одна строка текста. Тебе следует спросить Тэхёна, что он скрывает. Чингук медленно поднял глаза. Тэхён снова смотрел на свой телефон, застыв, словно только что увидел то же самое сообщение. Что бы ни происходило, это не было случайностью. Кто-то следил за ними. И какая бы тайна ни преследовала их до дома, она становилась все ближе. Чингук не ответил на сообщение. Он заблокировал телефон, сунул его обратно в карман и посмотрел прямо на Тэхёна. Не с гневом. Не со страхом. А с чем-то более серьезным, решимостью. «Ты тоже это получил», — тихо сказал Чингук. Тэхён не стал отрицать. «Это не совпадение», — продолжил Чингук. «Кто-то точно знает, где мы находимся. Что мы делаем? О чем мы думаем?» Тэхён сглотнул. «Поэтому я и не хотел, чтобы ты это видел пока». «Что видеть?» Тэхён медленно вздохнул, словно стоял на краю пропасти, от которой не мог отступить. «Передаются файлы», — сказал он. «Скриншоты. Старые видеозаписи. Сообщения, вырванные из контекста. Их редактируют, превращая в историю». «Какую историю?» «Историю, которая выставляет нас в невыгодном свете», — ответил Тэхён. «Что-то опасное. Что-то, за что люди будут драться». Чингук почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Значит, кто-то пытается контролировать повествование». Тэхён кивнул. «И они делают это не ради забавы». Еще одна вибрация. На этот раз это был телефон Тэхёна. Ему не нужно было смотреть, чтобы понять, что это, но он все равно посмотрел. Появилось новое сообщение. Первая глава уже вышла. Вторая глава будет еще больнее. Чингук сжал челюсти. Они относятся к этому как к сериалу. «Они хотят, чтобы люди продолжали смотреть», — сказал Тэхён. «Продолжайте гадать. Продолжайте спорить о нас». На мгновение ни один из них не произнес ни слова. Коридор казался уже. Словно стены сжимались вокруг. Чингук подошел ближе. «Почему ты не сказал мне раньше?» «Потому что я надеялся, что это прекратится», — ответил Тэхён. «Потому что, как только узнаешь, пути назад нет». Чингук резко выдохнул. «Ты не можешь нести это в одиночку». Прежде чем Тэхён успел ответить, сотрудник окликнул их по имени в конце коридора. Их звали обратно. Внешний мир ждал. Тэхён сунул телефон обратно в карман. «Что бы они ни задумали», — тихо сказал он, — «это еще не конец». Чингук посмотрел на него, теперь взгляд был неподвижен, не осталось и следа колебаний. «Тогда мы встретим это вместе». Они повернулись и пошли. Позади них, незаметно, отправлялось еще одно сообщение. И следующая глава уже была на подходе. Комната, в которую их привели, стала светлее. Шумнее. Полная людей, которые понятия не имели, насколько близко к ним приближается что-то опасное. Снаружи все выглядело нормально. Изнутри все трещало по швам. Чингук снова почувствовал, как завибрировал его телефон. В кармане. Он не стал проверять. Тот, кто это делал, хотел привлечь их внимание, и слишком легкое проявление внимания казалось ловушкой. Тэхён наклонился ближе, его голос был едва слышен. «Они теперь ускоряются». «Откуда ты знаешь?» — спросил Чингук. «Потому что у них заканчивается терпение». В другом конце комнаты кто-то засмеялся. Вспышки фотоаппаратов. Но взгляд Тэхёна был прикован к одной точке перед ним, словно он смотрел прямо в бурю. Чингук, наконец, достал телефон. Еще одно сообщение. «Ты думаешь, что все еще контролируешь ситуацию?» «Нет». Его хватка усилилась. «Они угрожают нам», — сказал Чингук.
«Они провоцируют нас», — ответил Тэхён. «Если мы будем молчать, они станут громче». Так какова их конечная цель? Тэхён замялся. Чтобы заставить людей сомневаться в нас. Чтобы заставить их выбирать сторону. Чтобы превратить то, кто мы есть, в нечто уродливое. В груди Чингука вспыхнула злость. «И ты думаешь, что, прячась, это остановит?» «Я думаю, один неверный шаг только усугубит ситуацию». Прежде чем Чингук успел ответить, телефон Тэхёна снова завибрировал. На этот раз Тэхён показал ему экран. Размытое изображение. Две фигуры, идущие близко друг к другу в темном коридоре, снятые с необычного ракурса. Знакомые силуэты. Под ним подпись. Это только начало. Чингук уставился на фотографию. Это было сегодня. «Они следят за нами», — сказал Тэхён. «Или кто-то рядом с нами их кормит». Чингук медленно оглядел комнату. Все вдруг почувствовали себя слишком близко друг к другу. «Тогда мы имеем дело не просто со слухами», — сказал Чингук. «Мы имеем дело с кем-то внутри». Тэхён кивнул. «И это меня пугает больше всего». Пришло еще одно сообщение. На этот раз без изображения. Только слова. «Подождите, пока мир увидит, что мы выпустим дальше». Тэхён заблокировал телефон. Что бы ни случилось, это не предвещало ничего доброго. И с каждой секундой это становилось все ближе. Комната казалась слишком тесной. Чингук откинулся на спинку стула, осматривая каждое лицо вокруг. Смех. Непринужденные разговоры. Безобидные выражения лиц. Но теперь все это выглядело фальшиво, как сцена, скрывающая за собой нечто более мрачное. «Кто-то здесь знает», — пробормотал Чингук. «Они не гадают. Они наблюдают». «Вот почему они выбрали именно сегодня», — сказал Тэхён. «Столько шума. Столько людей. Это идеальное место, чтобы спрятаться». Телефон Чингука снова завибрировал. На этот раз это было не сообщение. Это был обратный отсчет. 3 часа 59 минут. 3 часа 58 минут. «Они что-то засекают», — прошептал Чингук. Тэхён затаил дыхание. «Тогда у нас мало времени. Что делать?» «Решить, молчать ли нам», — сказал Тэхён, — «или сорвать их план». Цифры продолжали падать. 3 часа 20 минут. 3 часа 19 минут. Чингук наклонился ближе. «Если они что-то публикуют, нам нужно опередить их». Тэхён покачал головой. «Если мы будем говорить, не зная, что у них есть, мы можем только усугубить ситуацию. Они хотят, чтобы мы запаниковали». «Тогда что ты предлагаешь?» Взгляд Тэхёна метнулся к боковой двери. «Мы исчезнем. На время, достаточное для того, чтобы увидеть, что они выпустят». 2 часа 41 минута. Чингук помедлил, затем кивнул. «Пошли». Они стояли, стараясь выглядеть непринужденно. Но каждый шаг к выходу словно отслеживался. Тэхён почти чувствовал на себе взгляды, прожигающие его спину. В тот момент, когда дверь закрылась за ними, шум оборвался, на смену ему пришла напряженная, пустая тишина. 2 часа 10 минут. Чингук достал телефон. «Если это разоблачение, значит, они хотят, чтобы весь мир увидел наше падение. А если мы отреагируем», — закончил Тэхён, — «они победят». Пришло еще одно сообщение. «Можешь бежать. Это не остановит то, что грядет». 1 час 30 минут. Чингук почувствовал, как бешено колотится его сердце. С чего все началось? Тэхён сглотнул. Несколько недель назад. Кто-то притворялся фанатом. Потом другой. Потом еще несколько.
Они собирали обрывки, старые моменты, личные реакции, мелочи, которые люди забыли. 0 часов 59 минут. А теперь? Теперь они превращают это в историю, которая не наша. Телефон Чингука снова завибрировал. Ссылка. Он не открыл ее. Ему это было не нужно. Что бы они ни собирались выпустить, тихо сказал Чингук, это что-то грандиозное. Обратный отсчет достиг 0. Оба телефона завибрировали одновременно. И то, что только что появилось, вот-вот изменит все.